Самин Д.К. 100 великих художников. Введение. Искусство любит многообразие, как с исторической, так и национальной точки зрения, отмечал художник Мартирос Сарьян. Динамика истории человечества заключена в ее многогранности. Этим определяется и содержание мира, и лицо всемирного искусства. Один художник работает в России, другой в Италии, третий во Франции, четвертый в Бельгии. В работах каждого живет национальный стиль, национальный характер. Они дышат своим временем, они передают думы, мысли и чаяния народа. Художник живет атмосферой своей страны, живет в окружении своих соотечественников, в своей родной природе. Каждый народ представляется мне могучим деревом. Корни этого дерева уходят в родную почву, а усыпанные цветами и плодами ветви принадлежат миру. Го-Си, Рублев, Веронезе, Гойя, Ван Гог, Дюрер, Кандинский, Матисс, Рембрандт — это художники разных времен и разного стиля. Но их всех, как истинных мастеров, объединяет вечное горение, вечное вдохновение, вечно одержимая любовь к искусству. Художник не может творить, если его душа мертва, а сердце холодно. Он не будет живописцем, если его чувства не воспринимают красок жизни, гармонии природы, если его не трогают судьбы людей. Искусство не самоцель. Оно создается для того, чтобы закрепить в материале произведение жизненно ценное, выразить то, что волнует современников, что сам пережил в моменты наивысшего подъема своего духа, разума. Леонардо да Винчи назвал живопись немой поэзией. Картина безмолвна. Звуки, слова лишь предполагаются зрителям. Картина неподвижна. Люди, события, предметы предстают в определенном раз и навсегда данном состоянии и виде. Не в силах художника показать, что было до запечатленного момента и что случится после него. «Живопись — не болтливое искусство», — писал французский художник XIX столетия Делакруа. И в этом, по-моему, ее немалое достоинство. Живопись вызывает совершенно особые эмоции, которые не может вызвать никакое другое искусство. Эти впечатления создаются определенным расположением цвета, игрой света и тени, словом, тем, что можно было бы назвать музыкой картины. Настоящий художник никогда не копирует действительность, а по-своему воспроизводит ее и толкует. Для этого он прибегает к различным приемам, условным по своей сути. Язык живописи — цвет. Замысел художника, тема, которую он избрал, и идея, которую он хотел донести до зрителя, получают жизнь благодаря живописной форме. Цвет в живописи — средство эмоциональной выразительности, всю гамму чувств и настроений можно выявить им. Цветом дается характеристика образов. Цвет действует на зрителя. Именно цвет, в первую очередь, вызывает у него определенное отношение к изображенному. Но в основе настоящего произведения искусства лежит идея, мысль. Идея диктует выбор композиции и колорита, рисунка и пропорций. Рождение настоящего произведения искусства невозможно без таланта. «Счастлив ты», — писал Гёте, родившийся со зрением, зорко улавливающим пропорции, которые ты обостряешь, воспроизводя всевозможные образы. И когда вокруг тебя мало-помалу пробудется радость жизни, ты познаешь ликующее человеческое счастье после трудов, надежд и страха, когда поймешь счастливый возглас виноградаря, которому щедрая осень наполнила вином его сосуды, поймешь оживленную песню жнеца, высоко на стене повесившего свой праздный серп, когда позднее уже с более мужественной силой забьется в твоей песне могучий нерв страстей и страданий, когда ты довольно стремился и страдал, довольно наслаждался земной красотой и теперь стал достоин отдыха в объятиях богини, достоин изведать на ее груди то, что возродило богоравного Геракла, тогда прими его небесная красота, ты, посредница между богами и людьми, но и он, не лучше ли Прометея, сведет с небес блаженство бессмертных. Эти слова в полной мере можно отнести к Рафаэлю, Кустодиеву, Малевичу, Ван Дейку, Дега, Пуссену, Тернеру и другим живописцам, представленным в данном издании. Среди них нет двух одинаковых мастеров. Это художники разные по манере письма, творческому подходу, колору и темпераменту, наконец. Но всех их
объединяет благодарность и любовь настоящих поклонников живописи. Благодаря им и живо искусство мастеров прошлого и настоящего. Им, собственно, и предназначена эта книга. Го Си родился около 1020-го, умер в 1090-м. Наивысшего расцвета китайская средневековая культура достигла в VII-VIII веках во времена образования двух крупных государств — Тан 618-907 и Сун 960-1279. А высшим достижением искусства стала живопись, охватившая многообразный круг жизненных явлений, отразившая преклонение людей перед красотой природы. Наиболее известными танскими пейзажистами были Ли Сысунь 651-716, Ли Джаодао 670-730 и Ван Вэй 699-759. Их творчество показывает, насколько разнообразными были пути пейзажной живописи, пишет Виноградова. Пейзажи Ли Сысуня и Ли Джаодао яркие и насыщены по цвету. Синие и малахито-зеленые горы обведены золотой каймой, которая делает картину похожей на драгоценность. Пейзажи Ван Вэя, написанные черной тушью по золотистому шелку, мягче и воздушнее. Далее в них едва прорисованы, они как бы тают в далеком тумане, а вся природа кажется спокойной и тихой. Его картины были так поэтичны, что современники говорили: его стихи — картина, его картины — стих. Манеру Ван Вэя восприняли как основную сунские живописцы, которые главным образом стремились к передаче лирической красоты и гармонии природы. Разработанные еще в танское время своеобразные законы перспективы, построение пространства и колорита достигают высокого совершенства в пейзажах Го Си, вошедшего в историю искусства завершителем традиции монументального пейзажа X-XI веков. Художник продолжал творчески развивать черты, присущие пейзажам Цзинхао и Дун Юаня, Ли Чена и Сюй Даонина. Го Си подчеркивал вред слепого копирования. Великие люди и ученые не ограничиваются одной школой, они непременно совмещают, сравнивают, широко обсуждают, тщательно изучают все существующие, чтобы создать свою собственную школу, и только тогда достигают нужного. О жизни Го Си известно немного. По всей вероятности, он родился между 1020 и 1025 годами и умер до 1100 года. Вот что сообщает современник художника Го Жозгой, закончивший свои записки о живописи в 1082 году. Го Си родом из уезда Вэпь в Хэяне. Ныне занимает должность наставника в искусстве в императорском ведомстве Шуюань. Пишет пейзажи зимнего леса. Картины его искусные и разнообразны, композиции пространственно глубоки. Хотя он изучал и восхищался ин-цю, но смог выразить свои собственные чувства. Огромные ширмы и высокие стены с его росписями намного сильнее, чем у предшественников. В нынешнем поколении он единственный. Другие источники мало что добавляют. Все сходятся на том, что Го Си учился у Ли Чена, превзошел его, создал свой стиль, что кисть его была свободной. Известно, что между 1078 и 1085 годами Го Си расписывал 12 больших ширм для даосского храма, и что, несмотря на преклонный возраст, сила его кисти не ослабла. В старости он особенно любил делать стенные росписи. Дэн Чунь, автор записок о живописи XII века, рассказывает, что однажды Го Си увидел выполненные на рельефе росписи одного мастера VIII века, в которых были использованы неровности стены. Го Си самому захотелось написать рельефный пейзаж. Он попросил не заглаживать штукатурку на стене строящегося здания и по непросохшей поверхности руками наметил план будущей росписи, используя выпуклости и впадины. Когда стена высохла, он расписал ее тушью и красками, и пейзаж выглядел будто созданный самой природой.
О творческом методе художника рассказал его сын Госы. В те дни, когда мой отец брался за кисть, он непременно садился у светлого окна за чистый стол, зажигал благовоние, брал тонкую кисть и превосходную тушь, мыл руки, чистил тушечницу. Словно встречал большого гостя. Дух его был спокойный, мысли сосредоточенными. Потом начинал работать. Из произведений Госи сохранились 12 свитков и знаменитый трактат о высокой сути лесов и потоков, который после смерти художника составил Госы, собрав высказывания отца об искусстве живописи. Сыну принадлежит введение и последний раздел. Отцу 3 основные части, куда вкраплены комментарии Госы. Трактат этот — лучшее, что было написано в Китае об искусстве пейзажной живописи. Высказывания художника помогают понять его творчество. Госи в своем трактате требует от современников умело и точно воспроизводить реальную действительность. Он настойчиво требует изучения природы, порицая тех, кто, не имеет длительной теоретической и практической подготовки, считает себя живописцем. Глаза и уши уже не видят и не слышат, но вот руки мастера сокровенное сделали явным. Не выходя из комнаты, в одиночестве кажется, что сидишь у потоков и пропастей, и в ушах звучит пение птицы, крики обезьян, а перед глазами цвет воды и сияние гор. Разве все это не радует думы людей и не захватывает мое сердце? Вот почему главная идея картины гор высоко оценивается в мире. Живописец должен быть хорошо знаком с правилами перспективы. Гора вблизи имеет определенную форму. Если смотреть на расстоянии нескольких ли, гора имеет другую форму. Если смотреть на расстоянии нескольких десятков ли, опять иную. Каждое удаление вносит различия. Вот почему говорят, что форма горы с каждым шагом другая. Мало увидеть, надо уметь видеть, уметь выбрать существенные темы. Тысячи ли гор не могут быть всюду одинаково прекрасными. А разве могут быть везде красивы 10 тысяч ли вод? Проводя ряд философских идей своего времени, Госи сопоставляет природу с человеком, одухотворяет ее, наделяет ее человеческими качествами. Природа живая, как человек. Отдельные ее органы имеют свои функции. Камни, кости природы, они должны быть сильными. Вода, кровь природы, она должна быть текучей. Дошедшие до нас немногие картины — величественные монохромные пейзажи Госи, написанные обычно только черной тушью. В качестве примера можно привести картину Госи «Осенний туман рассеялся над горами и равнинами». На длинном горизонтальном свитке шелка художник располагает фантастические причудливые горы, поднимающиеся бесконечно высоко, так что самые высокие вершины уходят за пределы картины. Горы окаймляют широкие водные пространства. Основное внимание Госи уделяет передаче воздушной среды, в изображении которой художники сунского времени достигли высокого совершенства. Неясные и нечеткие горы, несколькими планами расположенные в глубине картины, словно вырастают из тумана, скрадывающего их очертания у подножия и отдаляющего их на гигантское расстояние от первого плана. Грандиозность просторов Госи подчеркивает сопоставлением масштабов. Сосны, расположенные у самого края свитка, являются как бы единицей измерения, с ними соотносятся масштабы всех остальных предметов. Цветовая гамма, построенная на тонкой вибрации тонов черной туши, мазки которой подчас еле уловимы для глаза, подчас сочны и смелы, способствует большой цельности картины, пишет Виноградова.